В Берлине дежурят снайперы, улицы перекрыты. Германия опасается терактов из-за мирного саммита. Зеленский, Уитков и Кушнер уже в городе. Трамп еще не читал. Киев отправил в Вашингтон последние правки к мирному плану. В Украине допускают провал дипломатических усилий США. В Кремле обозвали генсека НАТО безответственным и заявили, что он ничего не знает о Второй мировой войне. Орбан на страже российских активов. О каких катастрофических последствиях для Европы заявляют в Венгрии. Кровавая бойня в Австралии. Выжившие сравнивают теракт с атакой Хамас на музыкальном фестивале в Израиле. Здравствуйте! На канале «Один день» события, которые касаются каждого. Подписывайтесь. С вами я, Андрей Данилевич. Переговоры в Берлине по мирному плану для Украины начались. В СМИ появились первые кадры встречи украинской и американской делегаций. Делегацию от Украины возглавляет Зеленский, США, спецпосланник Трампа Стив Уитков. На фото видно, что стороны сидят за большим овальным столом. Зеленский напротив Уиткофа, в центре стола стоят часы. Напомню, переговорщики США Уитков и зять Трампа Кушнер прилетели в столицу Германии рано утром. Борт Зеленского прибыл в Берлин немного позже. Перед встречей с американцами президент Украины опубликовал несколько снимков с украинской командой переговорщиков и написал, далее цитата, «Готовимся к встрече с американской стороной, много важных деталей над каждым пунктом каждого драфта, внимательно работаем». Приезд Уиткофа в Берлин, который ранее возглавлял переговоры с Украиной и Россией, это сигнал от Вашингтона, пишет Рейтер. В Белом доме полагают, что в переговорном процессе появился прогресс. Накануне канцлер Германии Мерц заявил, что Европе необходимо готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях США на фоне нарастающей угрозы со стороны России. Переговоры в Германии – это очередная публичная демонстрация поддержки Зеленского со стороны союзников по всей Европе на фоне давления со стороны США, отмечает Рейтер. Напомним, в последние недели Великобритания, Франция и Германия дорабатывали план Трампа по окончанию войны в Украине. В проекте документа, обнародованном в прошлом месяце, были пункты, которые обязывали Киев отказаться от части территорий в пользу России, не вступать в НАТО и значительно сократить численность армии. С самого начала украинским условием, а точнее, правильнее сказать, желанием, было вступление в НАТО, потому что это были бы реальные гарантии безопасности. Такой вектор некоторые партнеры из Соединенных Штатов Америки и Европы не поддержали. Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии уровня вроде 5-й статьи НАТО со стороны США для нас, а также гарантии безопасности от европейских коллег и других стран, Канады, Японии и других, для нас являются возможностью не допустить новой волны российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны. Нет, я еще не получал официальной реакции Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через нашу переговорную команду, но я получил все сигналы и готов к диалогу, который начинается уже сегодня. Сегодня у нас в Берлине украинско-американский день. Безусловно, у меня будет отдельная встреча с канцлером Мерцем и, вероятно, вечером встречи с некоторыми европейскими лидерами. Плана, который понравился бы всем, не будет. Безусловно, в том или ином формате документа есть много компромиссов. Последние комментарии и изменения по плану мы уже направили Соединенным Штатам Америки. Я считаю, что на сегодняшний день справедливым возможным вариантом является следующий. Мы остаемся там, где стоим. И это правда, потому что именно так все и есть. Стороны остаются на своих позициях, а дальше уже дипломатическим путем пытаются решить все общие вопросы. Я знаю, что Россия относится к этому негативно, и хотелось бы, чтобы американцы поддержали нас в этом. Украина в своем контрпредложении к мирному плану США настаивает на сохранении контроля над Запорожской АЭС и нынешней численности вооруженных сил. Об этом пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, ответ президента Владимира Зеленского на инициативу Дональда Трампа можно свести к формуле «да, но».
Украина в целом готова обсуждать предложенные условия, однако выдвигает собственные ключевые требования. По данным The Wall Street Journal, Зеленский согласен провести выборы, но только после установления режима прекращения огня. Он допускает, что Россия может сохранить определенное участие в работе Запорожской АЭС, однако контроль над станцией, по мнению Киева, должны осуществлять Украина и США. Также Украина готова обсуждать ограничение численности армии, но лишь на нынешнем уровне. По территориальному вопросу Киев не отверг предложение Вашингтона напрямую, но требует конкретики. В офисе президента указывают на риски, что будет сдерживать дальнейшее продвижение российских войск и как предотвратить проникновение российских сил в зоны отвода под видом гражданских лиц. Ранее The New York Times сообщала, что в обновленной версии украинского мирного плана Киев отказался от обязательства выводить войска из Донбасса. Россия и США на встречах в Москве не обсуждали корейский вариант решения территориального вопроса в Украине, заявил советник Путина Юрий Ушаков. Напомним, корейский вариант – это взаимное отведение войск по линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, в которой ни одна из сторон не имеет военного или гражданского контроля. Также Ушаков допустил, что Москва не примет правок в план Трампа, которые внесут Украина и Европа. Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма – это железобетонно, 1000000%. Что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже 1000000%, что не получится. Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема. Вы пока этих документов, вы сказали, не видели. Пока мы их не видели, но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам. Резкие возражения по поводу каких пунктов? Ну, по поводу многих пунктов. Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю. Это та самая, то, что сейчас обсуждается, возможная демилитаризованная зона в Донецкой республике? Не только, но вообще вопрос о территориях. Он активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю, но вряд ли будет что-то хорошее. А вообще вот так называемый корейский вариант, это вариант для нас? Такого размежевания с Украиной или нет? Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Но точно вот снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось это, по-моему, ни разу. Я об этом даже не слышал. Напомним, вскоре после представления мирного плана по Украине Дональду Трампу агентство Bloomberg опубликовало расшифровки телефонных разговоров помощника Путина Юрия Ушакова со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым, из которых следовало, что представленный проект мирного плана был написан в Кремле. Ушаков, в частности, высказывал опасения, что в план будут вноситься правки, неудобные Москве. Также в расшифровках был телефонный разговор Уиткофа со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом, которые обсуждали, как этот план лучше преподнести самому президенту США. «Мирный план всех не устроит», заявил Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами и уточнил, последние правки со стороны Украины уже отправлены в США. В администрации Трампа пока не комментировали эти замечания. Но диалог с США должен начаться со дня на день, говорит президент Украины. Киев стремится к тому, чтобы план был реальным механизмом для завершения войны, а не просто декларацией на бумаге. Если же украинские требования проигнорируют и мирные переговоры провалятся, Украина будет вынуждена искать новые механизмы для достижения мира, признал Зеленский. Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию – это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась. Также Зеленский прокомментировал возможные выборы в Украине. В ближайшее время депутаты Верховной Рады разработают варианты проведения президентских выборов в стране, заявил Зеленский. Он уверяет, что не держится за свое кресло. Главное, по мнению Зеленского, чтобы голосование, если оно состоится, проходило в условиях безопасности. С этим вопросом Украине могут помочь европейские союзники. Генсек НАТО Рютте позволяет себе безответственные заявления. Спикер Путина Дмитрий Песков высказался о недавней речи Рютте в Берлине.
Украине. Напомню, генеральный секретарь НАТО сказал, что следующая цель России – страны Североатлантического союза, поэтому Европе следует уже сейчас готовиться к войне с Путиным. Подобные заявления, по мнению Пескова, исходят от поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. Господин Рютте все-таки жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали про страшное испытание, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон, и как это было жутко там. Они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют, и, к сожалению, господин Рютте делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Сегодня утром Россия сбросила управляемые авиабомбы на город Запорожье в Украине. Под удар попал продуктовый супермаркет. Как минимум 11 человек ранены, в том числе ребенок, полицейский и 2 спасателей, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и различные ушибы, уточняют медики. Также зафиксированы разрушения в 6 многоэтажках Запорожья и нежилых зданиях. Автомобили, припаркованные у этих домов, сгорели дотла. После первого прилета узнал, что прилетела на стоянку, стоит машина компании. Приехал машину забрать. Пока стояли, ждали, пока дали добро, чтобы зайти, была команда «Воздух». После команды «Воздух» все в рассыпную. Сразу прилетело в то же самое место. Через время еще раз. Атакованы сразу несколько крупных нефтебаз России. Украинские беспилотники поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Кроме того, был удар по нефтебазе Урюпинская в Волгоградской области. Эту информацию подтвердили в украинском генштабе. Также ударные БПЛА атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму. Мониторинговый канал «Крымский ветер» опубликовал спутниковые снимки нефтехранилища. Это поселок Битумное под Симферополем. По данным «Крымского ветра», на объекте пожар, вероятно, горят емкости с нефтепродуктами. Если вы цените нашу работу, становитесь спонсором «Одного дня». Мы являемся независимым каналом, и для нас очень важна ваша поддержка. Подпишитесь на «Один день» и становитесь его спонсором. Ваша поддержка помогает нам оставаться независимыми. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмущен и резко критикует решение Европейского Союза о бессрочной заморозке российских активов. В интервью венгерскому YouTube-каналу Орбан напомнил про Вторую мировую войну и конфискованные немецкие активы. Их использовали только после окончания Второй мировой, а не во время конфликта, подчеркнул Орбан. То, что Европа сейчас делает с российскими активами, это по сути объявление войны, считает венгерский премьер. Последствия могут быть катастрофическими. Конфискация российских национальных валютных резервов, а затем их использование для финансовой поддержки стороны, находящейся в войне с Россией, это и есть объявление войны. Я не знаю, какими будут последствия, но это гораздо более серьезно, чем может показаться при первом прослушивании, потому что это выглядит как экономический вопрос. Но на самом деле это не так. Это прямой шаг к вступлению в войну. Комментируя недавнее заявление генсека НАТО Рютте о том, что Европа стоит на пороге войны с Россией и НАТО следует уже готовиться к нападению, Орбан предположил, возможно, Рютте не осознает, что говорит. Далее цитата. «Он говорит глупости, но в это трудно поверить». Конец цитаты. Мы хорошо знаем бывшего премьер-министра Нидерландов, ныне генерального секретаря НАТО. Он привык говорить странные вещи. Мы, венгры, особенно хорошо это помним, поскольку он позволял себе резкие, высокомерные и раздражающие высказывания о Венгрии. Возможно, в его голове такие образы не возникают, но от этого фраза не становится менее тяжелой, тем более, что она противоречит тому, что говорят американцы. То есть, если отвлечься от ужасов войны и посмотреть на эту фразу как на европейскую позицию, то мы видим, что она полностью отличается. Более того, противоречит американской позиции. После помилования белорусских политзаключенных и успешной сделки с Вашингтоном, итогом которой стало снятие санкций с белорусских калийных удобрений, Лукашенко дал интервью журналистке американского телеканала Newsmax Грете Ван Састерен. Как выяснилось, она супруга спецпосланника США Коула. В интервью Лукашенко рассказал о своем видении отношений между Минском и Вашингтоном, пишут белорусские СМИ. Ведущая задавала вопросы о войне в Украине, спрашивала Лукашенко, как он оценивает роль Трампа в процессе мирного урегулирования конфликта. Беседа еще не вышла в эфир, но пресс-служба выложила в сеть фрагмент этого разговора. Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник, президент России, и есть очень хороший мой друг,
давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Ну, шутка. По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы на популярном пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщила австралийская полиция, уточнив, что двое подозреваемых, открывших стрельбу, обезврежены. В момент теракта на пляже было много людей, в том числе семьи с детьми, которые отмечали первый день Хануки, еврейского религиозного праздника. При этом количество раненых растет. На момент записи выпуска правоохранители заявляли об 11 пострадавших. Очевидцы рассказывают, что слышали около 50 выстрелов. Другой свидетель сообщил, что стрельба продолжалась примерно 10 минут, описал происходящее как ад на земле. СМИ сообщают, что одного из двух мужчин, устроивших стрельбу на пляже в австралийском Сиднее, обезвредил безоружный прохожий. Гибель американских военных в Сирии. США и Сирия начали подготовку к масштабной военной операции в районе Пальмиры после того, как в результате засады ИГИЛ погибли 3 американских граждан. Президент Трамп подтвердил потерю 2 военнослужащих и гражданского переводчика, а также ранение еще 3 солдат, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Напомню, ранее президент США заявил, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии последует жесткий ответ. Позднее, общаясь с журналистами у Белого дома, Трамп пояснил, что произошедшее было засадой. Он отметил, что нападение случилось в опасном районе Сирии, который не находится под полным контролем властей страны. По данным Associated Press, это первый случай гибели американцев в Сирии за последний год. Сирийское агентство САНА сообщило, что патруль атаковали во время совместной операции с сирийскими службами безопасности. 2 сирийских военных также были ранены. Мы скорбим о гибели 3 великих американских патриотов в Сирии, 2 солдат и 1 гражданского переводчика. Также мы молимся за 3 раненых солдат, о состоянии которых только что было подтверждено, что они чувствуют себя хорошо. Это было нападение ИГИЛ на США и Сирию в крайне опасном районе страны, который не находится под их полным контролем. Президент Сирии Ахмед аш-Шара крайне разгневан и потрясен этой атакой. Последует очень серьезный ответ. Благодарю за внимание к этому вопросу. Таким был один день. Впереди новые события. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.